Здорово! Сегодня у нас обзор ультралегкой палатки от компании Husky, модель Savai Camel на 2 человек. В комплект поставки входит тент зеленого цвета, внутренняя палатка серого цвета, 12 дюралевых колышков, 1 дюралевая составная дуга, ремнабор и компрессионный мешочек. Сейчас я покажу, как ставится палатка. Сначала устанавливаем внутреннюю палатку с металлическим каркасом. В палатке как бы 3 дуги, но они сразу соединены хабом. Теперь при помощи крючков прицепим внутреннюю палатку к каркасу. Вот у нас получается внутренняя палатка с каркасом. Вот ее можно так вот переставлять с места на место, достаточно удобно, может быть. Так как в задней части палатки имеется только 1 дуга, что сделано в целях экономии веса, то нам надо заднюю часть палатки по углам растянуть колышками. Колышки имеют такую вот форму. За счет вот этих вот ребер колышек с такой формой неплохо держится в песке или в снеге. Могу сказать, что такие колышки очень легко погнуть и сломать. Может быть, это мне так везет. Особенно легко отломать вот эту вот головку. Особенно если почва каменистая, то такие колышки обычно долго не живут. В палатке много конструктивных решений, которые экономят вес. Как я уже говорил, использование одной задней дуги, а также примерно треть внутренней палатки сделана из сетки, что, конечно же, облегчает общий вес и в целом улучшает вентиляцию. Теперь накинем на внутреннюю палатку внешний тент. Внешний тент крепится при помощи фастексов. Тоже 3 основных точки крепления. Также, естественно, у тента имеется по периметру петельки для того, чтобы натянуть его получше, чтобы он не прикасался с внешней палаткой. У палатки есть тамбур, который, конечно же, тоже надо натянуть. Все, палатка поставлена. У палатки 3 штормовые оттяжки, 1 сзади и 2 по бокам. Сами оттяжки тоже имеют несколько интересных фишечек. Например, на конце здесь вот такая вот светящаяся в темноте пластмассочка. Петелька, к которой привязывается штормовая оттяжка, имеет такую вот светоотражающую часть. Чтобы не делать 2 отдельные точки натяжения внутренней палатки под колышек и тента, здесь вот пришита такая вот лента с крючочком, которая цепляется к внутренней палатке, и уже за счет только одной точки одновременно натягивается и тент, и внутренняя палатка. В задней части палатки здесь вот точка натяжения внутренней палатки и, соответственно, тента. Тент имеет такую вот удобную регулировку по степени натяжения. Сзади у нас по центру точка крепления, куда приходит вот единственная дуга. Внешний тент цепляется вот так вот фастексом и натягивается. Также сзади есть 2 вентиляционных окна, такой вот подставочкой. Материал тента нейлон, толщина 20 деньер, имеет силиконовую пропитку внутри и снаружи, водостойкость 3000 мм водного столба. Материал внутренней палатки тоже нейлон, толщина 1,70 деньер, толщина верха 20 деньер. Палатки
Имеется небольшой тамбур, бегунок только один на входе. Тут такие липучечки. Тут вот сверху есть также большое вентиляционное отверстие. Вход можно прибрать при помощи двух таких вот стяжечек. Такой вот небольшой тамбур. Ну, сюда, конечно, если влезет рюкзак на 100 литров, то только один. С одной стороны, палатка не предназначена для долгих там автономных путешествий, потому что она достаточно нежная, то есть ткань 20 деньер всего, можно там и легко где-нибудь проткнуть. А с другой стороны, так как она легкоходная, то в принципе для длительных путешествий она как раз таки хорошо подходит, потому что если что-то надо долго нести, то хорошо, когда это что-то легкое. Поэтому с тамбуром может возникнуть вопрос. Как я уже говорил, у палатки один вход. Тут вот уже два бегунка, сверху, снизу. Несмотря на то, что это палатка категории ультралайт, она не лишена удобств. То есть здесь даже есть кармашки такие вот из сеточки. Один сбоку здесь, второй сзади меня такой же. Сверху один кармашек. И сверху есть крючочек, там фонарик подвесить, очечки там, разное всякое. Немного цифр. Габаритные размеры палатки в длину 2 метра 85 сантиметров, в высоту 1,10 м, в ширину 1,40 м. Размеры палатки в собранном виде 45 сантиметров на 12 сантиметров. Здесь сказано, что максимальный вес палатки килограмм 600 грамм, но на самом деле реальный вес килограмм 730 грамм. Палатка к ногам сужается. Ну вот в начале широкая часть достаточно большая, то есть вот я лежу, здесь еще места для второго человека вполне себе хватает. Сзади еще немножко места вот кинуть какие-то вещи, достаточно удобное. И за счет высокого потолка голова не упирается в него, и я вот прям от этого кайфую. Небольшое лирическое отступление. Я не был большим фанатом палаток Хаски за счет их огромного веса по сравнению там с конкурентами. Палатки этой фирмы, в принципе, славились своей надежностью. Там у них есть хорошие модели там для альпинизма. То есть они такие добротные, крепкие, продуманные, но весят много. Поэтому я как-то никогда не смотрел в сторону палаток от этой компании. И тут вот мне на глаза попалась эта вот модель Husky Savai Camel с весом, указанным на сайте, килограмм 600 грамм. И то есть нормальная палатка на 2 человек, легкая, и при этом она не стоит там как космолет, там, например, как МСР там, или Big Agnes. Там, то есть вот эта палатка стоит где-то $300. Это примерно в 2 раза дешевле, чем палатка от МСР. Да, у МСР там другая конструкция, там 2 входа и прочее. Но мне кажется, человек, который покупает такую ультралегкую палатку, он как-то на комфорт обращает немножко меньше внимания. И здесь вот, мне кажется, это просто бриллиант, вообще алмаз. Действительно качественная палатка от известного производителя, легкая и при этом стоит вменяемых денег. И как только я ее увидел, я прям загорелся. Я давно себе вот искал такую легкую палатку и пытался как-то вот купить подешевле. И я вот увидел, там ее нигде вообще в продаже не было, только вот на официальном сайте Husky. Я им там писал, они говорят, мы через интернет не продаем, только можете у там представителя нашей компании в своей стране. Я живу в Беларуси, у нас такого прям представителя нет, зато у нас есть шикарный магазин Traverse, который торгует в том числе продукцией Husky, у которого такие тесные достаточно отношения с этой компанией, и они согласились мне ее привезти. Вот, и прям огромнейшее спасибо магазину. Ребята, вы супер. Я думаю, что многие захотят вот реально купить эту палатку за вменяемые деньги. Классная, легкая, недорогая. Обращайтесь в Traverse, они вам привезут. Вот, даже божья коровка облюбовала палатку. Причем божья коровка зеленого цвета, прям вот под палаточку. Гармония. Вот. Природе даже нравится эта модель, вообще кайф. Палатка очень классная, подойдет вообще всем.
То есть за счет ее небольших размеров и малого веса ее можно брать вообще куда угодно. Там, начиная от ПВДшки там, на 2 дня и заканчивая, там, я думаю, я в ней зимой даже буду спать. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, что вы думаете о палатках Хаски. С вами был Антось Ролл, да и пока. Пару слов о компрессионном мешочке, чтобы избежать намокания. Такая вот, как у гермомешка, застежечка. Конечно, выглядит очень модно, но добавляет веса. То есть сама палатка легкая, чехол у нее тяжелый. Вот эти вот ручечки тоже всякие. Вот, я обычно это все отрезаю, потому что, ну, зачем чехлу ручка? То есть вы его носите, палатку, вы же не носите ее в руке как сумку долго, то есть там донести на 5 метров, ну можно хотя бы вот так вот взять уже, да, типа, как ручка, ну а так-то она все время там палатка либо вообще по частям в рюкзаке лежит, либо просто прицепленная. Чехольчик, конечно, можно было сделать поинтереснее, ну как есть. Тут вот справочная информация, название модели, Savai Camel, Husky, как бы один выход, вес, габаритные размеры. Вот тут есть такой ярлычок Ultralight. Все по-честному.